Так, сейчас мне хотелось бы ответить на один комментарий, который совсем недавно нам написали. Там просят показать что-либо защита от колюще-режущих атак на основе ката. Ну, тема очень такая серьезная на самом деле. Колюще-режущее – это, как мне представляется, это, скорее всего, нож. Ну и что хочу сказать. Первое, это вот я продемонстрирую один из таких ножей. Это уже модель, похожая на японский танто, да. Но это, сразу же скажу, нож не для того, чтобы чистить картошку или собирать грибы. Это уже конкретно боевое оружие, которое, собственно говоря, уже может нанести очень серьезные травмы и летальные какие-то исходы. Поэтому, если собираетесь работать именно против такого оружия, надо помнить, что обычно оно в руках у человека, который умеет им пользоваться. Поэтому, собственно говоря, шансов невооруженного человека против специалиста с вооруженного ножом, они крайне маленькие. Да, и что-либо советовать, какие-либо действия, но это надо очень быть уверенным в том, что ты научился делать. Но, опять же таки, хочу показать. Это полный аналог, это деревянные танто, да. Это модель ножа, который используется на тренировках айкидо, джиу-джитсу и так далее, в том числе и карате, в том числе и мы тоже иногда этим занимаемся. То есть, что хочу сказать. Во-первых, никогда не надо переоценивать свои возможности, и если вам показывают какие-то действия против ножа, говоря, что это очень эффективная защита, но это всегда спорно, да? Потому что умеющий, владеющий хорошо холодным оружием специалист, он, скорее всего, сможет все-таки победить, потому что у него есть оружие, у человека-профессионала его нет. Что касается самих ситуаций, у меня лично в жизни было всего 2 таких случая, когда на меня нападали с ножом. Первый случай в армии, второй это уже на гражданке и в мирной жизни. Но оба этих раза мне вначале нож показали. То есть, если вам человек, который на вас нападает, демонстрирует нож, это уже означает, что он хочет при помощи этого ножа подчинить вас своей воле. То есть он, скорее всего, даже не думает вас как-то убивать. В первый момент он этого делать не будет. Он хочет вас запугать, скажем, или ограбить, или что-то еще, заставить с собой куда-то идти. То есть у вас есть какой-то шанс, если вы увидели у человека оружие. Человек, который захотел вас убить конкретно, да, или порезать, он никогда вам этого оружия не покажет. Он под каким-то предлогом очень вежливо к вам подойдет, что-то спросит, и в тот момент, когда вы не будете ожидать этого нападения, он нападет. Поэтому об этом тоже нужно помнить. Это первое, что я хочу сказать. Второе, это, опять же таки, хочу посоветовать, если вы серьезно хотите вот этой темой овладеть, то есть защите от ножа, вы вначале должны научиться этим ножом нападать. То есть это, я серьезно говорю, надо научиться наносить различные удары, не просто махать по воздуху, а уже конкретно ставить эти удары на покрышках и так далее. То есть, как вот боксеры наносят удары в мешок специальный тяжелый, каратистовому макевару, точно так же, если вы хотите научиться защищаться от ножа, вам нужно четко понимать, что это оружие, как этим оружием пользоваться. Когда вы умеете нападать, вы от этой техники нападения переходите к технике защиты. То есть, это общий принцип, который вообще в боевых искусствах, настоящих боевых искусствах берется за основу. Вот. Что еще хочу сказать? Опять же таки, из своего опыта, 2 очень хорошо знакомых мне человека в разное время, они погибли как раз от ножа. Причем в одном случае это была абсолютно бытовая такая ссора, во втором, собственно, тоже, да. Но результат один и тот же. Удар, человека попытались спасти, но, к сожалению, по пути в больницу или на месте скончались, я уже в условиях таких подробностей не знаю, но факт остается фактом. Это очень серьезно, это очень опасно. И если вы решаете, что вам нужно это научиться применять и делать, надо себе отдавать в этом отчет. То есть это уже не игрушки,
Это очень серьезно.